Процесс производства счетчиков бином начинается с разработки конструкторской и технической документации. Конструктор использует в своей работе современные SCADA-системы. Полный комплект конструкторской документации передается на производство. Склад электронных компонентов снабжен специальными шкафами сухого хранения, которые позволяют хранить микросхемы в строгих условиях температуры и влажности. На этом этапе производства закупаются электронные компоненты и производится комплектация заказа для передачи контрагентам для выполнения поверхностного монтажа. Техническая база производства позволяет изготавливать все необходимые элементы корпуса счетчика. На фрезерном станке производятся доработки корпусных деталей. Полученные от контрагентов модули проходят обязательный входной контроль, маркируются, упаковываются в индивидуальные ячейки, снабжаются технологическим паспортом и заносятся в маршрутную карту. Все это позволяет отслеживать производственную логистику и качество выполненных работ. В таком виде модули поступают на участок монтажа, где они дорабатываются в соответствии с конструкторской документацией. Здесь производится монтаж выводных компонентов и разъемов. Монтажный участок оборудован паяльными станциями, микроскопами, всем необходимым оборудованием для проведения монтажных работ. На участке регулировки производится контроль качества монтажа, проводится начальное программирование микросхем и проверяется работоспособность модулей. Все модули покрываются изоляционным защитным покрытием. Нанесение лака производится в автоматизированной машине. Для модулей каждого типа применяется специальная программа равномерного нанесения лака по всей поверхности. Затем модули подвергаются сушке в специальной печи при температуре 60 градусов до полного высыхания покрытия. Подготовленные модули устанавливаются в экраны, защищающие их от внешних электромагнитных помех, тем самым обеспечивая требования электромагнитной совместимости. После каждого этапа делается отметка в технологическом паспорте. Готовые модули располагаются на складе полуфабрикатов. Там же хранятся подготовленные детали корпуса. На первом этапе сборки биномов производится их комплектация готовыми модулями.
Далее регулировщик оформляет технологический паспорт на бином, присваивает ему заводской номер и прошивает рабочую программу. Далее собранный комплект передается на участок сборки. Слесарь-сборщик выполняет юстировку и корпусирование биномов. Собранные биномы передаются для проведения тестирования на электробезопасность. При проведении теста биномы подключаются к испытательному стенду с установкой для проверки электрической безопасности. На этом этапе выполняется проверка сопротивления и электрической прочности изоляции биномов в соответствии с методиками ТУ. Отметка о проведенном тесте заносится в журнал. После проведения испытаний на электробезопасность выполняется полное тестирование каждого бинома и блокировка рабочей программы от несанкционированного доступа. В метрологической лаборатории выполняется калибровка, приемо-сдаточные испытания и поверка биномов с оформлением протоколов. Также в лаборатории проводится технологический прогон биномов в течение 72 часов. Лаборатория оснащена камерой холода, тепла и влажности для проведения периодических климатических испытаний. На следующем этапе производится досборка биномов с установкой ответных частей разъемов и элементов корпуса. Готовые биномы упаковываются в индивидуальные коробки вместе с заводскими паспортами и запасным монтажным комплектом. Упакованные биномы хранятся на складе готовой продукции.